iPhone заблокирован владельцем. Блокировка активации предотвращает использование этого iPhone посторонними. Если у вас такая же ситуация, то вы на правильном видео. Здесь я покажу, как правильно и бесплатно отключить блокировку активации Apple ID. Запомните, что на момент записи видео 1 сентября 2025 года не существует никаких бесплатных программ, которые помогли бы вам отключить блокировку активации. Только официальный метод работает на 100%. Важное примечание. Я никому не оказываю услуги по разблокировке активации. Данное видео является видеоуроком для того, чтобы вы все сделали сами. Для того, чтобы разблокировка активации 100% сработала, нам необходимо 3 вещи. Это первое, сам iPhone. В моем случае это iPhone 11, который заблокирован на Apple ID. Товарный чек, подтверждающий легальную покупку данного устройства. И компьютер с выходом в интернет. Итак, в моем случае телефон заблокирован на предыдущего владельца. Данные мне неизвестны. Чей это email адрес, я не знаю. Телефон был перепрошит на самую последнюю версию прошивки и полностью стерт. Как мы видим, сообщение у нас на экране: iPhone заблокирован владельцем. Все. Этот телефон невозможно использовать, он будет требовать email для того, чтобы вы ввели, который мы не знаем. Вон, смотрите, активация iPhone может занять несколько минут и будет постоянно выдавать ошибку. Все, телефон у нас 100% заблокирован. Важно понимать, что этот телефон не находится в режиме пропажи. Только если ваш телефон не находится в режиме пропажи, можно снять блокировку активации. В противном случае ничего не сработает. Для точности эксперимента давайте мы запомним номер email данного iPhone 11, для того, чтобы не было сомнений, что я использую одно и то же устройство. Итак, email на конце 0750. Запомнили? Прекрасно. Переходим к следующему шагу. Подготовка специального чека для отправки в техподдержку компании Apple. Итак, для успешной разблокировки нам необходим только чек. Никакие другие коробки, дополнительные материалы нам не нужны. Перед вами чек с amazon.de. Вот здесь у меня пишется на немецком Rechnung, это чек. И сумма за аппарат 604 евро 3 цента. Значит, данный аппарат был куплен в мае 9 числа 2021 года. Обязательно в чеке должно быть указано название магазина, дата, общая цена, различные процентные ставки и налоги. И самое главное, что это за устройство. Это у нас Apple iPhone 11, 128 гигабайт, Violet, то есть фиолетовый цвет. Теперь, самое важное, для того, чтобы нам Apple разблокировала данное устройство, нам необходимо взять телефон и заблокировать его таким образом, нажать на кнопочку и переписать email номер, если у вас нет его в чеке, как в моем случае. То есть у меня здесь написано вот устройство, все числа, номера, кроме email номера. Мы с вами сейчас перепишем email номер от руки сюда прямо в чек, это допускается, и сделаем копию, скан этого чека для того, чтобы мы смогли потом отослать в компанию Apple. Так, ну что, давайте приступим. Ну, напишу я примерно где-нибудь его здесь вот, наверное. Мы пишем прям email. Так. Email. Пишем большими буквами английскими. Можем поставить двоеточие. И, значит, у нас номер 35. Пишем красиво, чтобы у нас все читаемо было. Потому что наш iPhone будет рассматривать техподдержка компании Apple. И они должны прочитать именно
какой серийный номер нужно разблокировать от Apple ID. Так, 5, 8, 8, 3, 6, 1, 9, 2, 1, 0, 7, 5, 0. 5, 0. Ну, конечно, я написал не совсем идеально, но, в принципе, прочитать можно. Так, вот. Давайте вот так вот сделаем. Контролируем еще раз наш email. Так, видно, да? 3, 5, 5, 8, 8, 3, 6, 1, 9, 2, 1, 0, 7, 5, 0. Все отлично. Email у нас переписан. Теперь нам необходимо чек этот либо отсканировать, либо сфотографировать. Я беру для демонстрации, делаю фото на айфоне, на другом. Так. И смотрим, как получилось. Так, email у нас видно хорошо. Все данные четкие, не размытые. Цена у нас тоже есть. Все. Пожалуйста. Apple iPhone 11 128 гигабайт Violet. Все. Теперь переходим к компьютеру и заполняем нашу специальную форму для обращения в техподдержку компании Apple. Перед нами официальная страница поддержки компании Apple, и вы можете с этой страницей спокойно ознакомиться. Все работает на русском языке, не переживайте. Мы сейчас все пошагово рассмотрим. Итак, как только вы все прочитали, нам необходим вот этот уровень. Отправка запроса в службу поддержки компании Apple. Нажимаем сюда. И появляется следующая страница. Отключение блокировки активации. Нам нужна дополнительная поддержка. Отправьте запрос в службу поддержки о блокировке активации. Здесь мы можем выбрать, является ли отвязка блокировки активации для личного устройства, либо, если у вас много телефонов или устройств, которые заблокированы, то значит принадлежит какой-то компании. У нас для личного устройства. Так. Здесь тоже читаем, что все данные будут стерты. Вы должны быть владельцем устройства. И все в этом роде. Значит, здесь все тоже читаем. И нажимаем продолжить. Не торопимся, спокойно, без всякого стресса, без ничего. Теперь, следующая у нас страница. Запрос на оказание поддержки по блокировке активации. Чтобы получить ссылку для подтверждения от компании Apple, предоставьте следующую информацию. То есть, нам необходимо ввести наш email адрес, рабочий. Вот мой email адрес. Теперь здесь нам необходимо ввести серийный номер или email. В нашем случае мы можем ввести email. 3, 5, 5, 8, 8, 3, 6, 1, 9, 2, 1, 0, 7, 5, 0. Отлично. Ввели. И теперь вводим защиту антиспам. 64 К9. Нажимаем продолжить. Следующий шаг. Мы проверяем ваши контактные данные. Значит, нам отправили ссылку на нашу почту, и мы сейчас ее проверим. Как мы можем видеть, на мой email адрес пришло письмо от компании Apple. Привет! Чтобы продолжить отправку запроса, перейдите на наш веб-сайт безопасного обмена сообщением. С уважением, Apple. Ну, естественно, переходим. Мы нашли ваше устройство. Проверьте правильность указанных ниже данных. iPhone 11, 100%, то, что нам надо. Серийный номер у нас такой-то. На конце у нас 0750. Да, все правильно. Нажимаем продолжить. И теперь, ребята, здесь важная информация. Нам необходимо здесь сейчас все полностью заполнить, все вот эти поля, и перенести чек, который подтверждает покупку именно этого устройства.
Значит, здесь у нас все уже заполнено. И теперь заполняем имя и фамилию, именно вашу. Вот кто сейчас это делает. В данном случае я заполняю свое имя и фамилию на немецком языке, то есть латиницей. Если вы проживаете в русскоязычных странах, то пишите на русском языке, так как на вашем родном языке, для того, чтобы все было понятно. Итак, я пишу свое имя, фамилия. И теперь нам необходимо ввести изначальную дату покупки. Дата покупки у нас была в 2021 году. Так, давайте мы так вот отмотаем это быстро. 9 мая 2021 года. Так, вот у нас май. Еще раз перепроверяем. По американской системе у нас сначала идет год, потом месяц, а потом дата. Дальше. Где изначально было приобретено устройство? Название магазина. Я пишу amazon.de. Страна магазина, где покупался телефон. Так как я нахожусь и живу в Австрии, я выбираю Австрия. Адрес магазина. Есть данные в чеке. Переписываем из чека адрес. 38 Avenue. John F. Kennedy. Так. Почему-то город магазина написано здесь Люксембург. Пишем Люксембург, так как указано в чеке. Так. Почтовый индекс, я так понимаю, L-1855. Так. Веб-сайт не обязательно, но мы можем ввести веб-сайт www.amazon.de. Штат магазина. Не знаю, нужно это или нет, но оставим пока пустым. Нет, надо, обязательно. Штат магазина тогда. Ну, давайте напишем еще раз Люксембург. Люксембург. Не знаю, зачем они это сделали, штат магазина. Но, в общем, нужно здесь полностью все записывать как есть. Теперь следующий шаг. Внимательно изучите данный текст, для того, чтобы не задавать одни и те же вопросы. Потому что никакие коробки, никакие пакеты, никакие другие вещи рассматриваться не будут. Вам необходим только оригинальный чек покупки вашего устройства, доказывающий легальность приобретения вашего айфона или iPad, в зависимости, что вы разблокируете. Теперь сообщите о действиях, которые вы предпринимали для снятия блокировки активации. Ну, давайте напишем правду, как было. Все это мы записали, замечательно сделали текст, написали правду как есть. Теперь читаем еще раз внимательно. Предоставьте подтверждение факта владения ниже. Например, фотографию или снимок экрана с изображением оригинального товарного чека. Документ должен подтверждать факт приобретения продукта Apple и содержать его идентификационные данные, например, серийный номер, номер email или MAID. То есть у нас все есть, все у нас подготовлено. И тут же написано, что не отправляйте изображения отсканированных удостоверений личности государственного образца с фотографией, например, водительских прав. Только скриншоты или фотографии оригинальной упаковки товара не считаются подтверждением факта приобретения. Компания Apple не сможет обработать ваш запрос, если не будет предоставлен счет, фактура, например, оригинал товарного чека. Все, запомните. Только этот документ нам необходимо выслать. Больше ничего не надо. Выбираем наш чек. Смотрим, все ли у нас в порядке. Да, все отлично. Чек в формате PDF у меня
полностью загрузился. Вы можете загрузить либо в GIF, JPEG, PNG и тому подобное. Все. Давайте еще раз перепроверим наши данные. Имя, фамилия, изначальная дата покупки, где покупался, значит, телефон, адрес магазина. Все это мы замечательно сделали. Сообщение мы написали. Все, чек прикрепили. И теперь нажимаем «Продолжить». Еще раз перепроверяем. Перед отправкой подтвердите, что данные указаны правильно. Все у нас правильно, все супер, пожалуйста. Все прекрасно. Все, галочка стоит, что у нас все хорошо, файл выгружен. Нажимаем «Продолжить». Благодарим вас за отправленные материалы. Мы получили ваши данные и обрабатываем ваш запрос. Все. Это очень просто и не составляет никакого труда. Здесь мы можем видеть код обращения. Вот он у нас. И теперь нам необходимо всего лишь ждать, пока наш телефон разблокируют. Переходим еще раз в наш email и видим, что нам компания Apple снова выслала сообщение, где пишется: «Здравствуйте, спасибо, что обратились в Apple. Номер вашего обращения в службу поддержки такой-то. Запишите его для себя. Мы рассмотрим ваш запрос и свяжемся с вами. С уважением, компания Apple». После того, как мы успешно отправили запрос в компанию Apple, для того, чтобы нам сняли блокировку активации, мы ничего не предпринимаем, просто откладываем телефон в сторону, выключаем его и ждем, пока у нас все разблокируется. Блокировка обычно занимает примерно 1-2 рабочих дня. Ну, может и чуть дольше быть, в зависимости от того, насколько загружена техподдержка компании Apple. Давайте выключим телефон и отложим его в сторону. Итак, на календаре у нас 3 сентября, среда, запрос мы отправляли в понедельник. Мне пришло письмо от Apple, в котором говорится: ваш запрос на снятие блокировки активации одобрен. Читаем письмо внимательно. Это устройство готово к настройке с новым аккаунтом Apple. Продукт iPhone 11, код обращения такой-то. При выполнении ниже приведенных инструкций с устройства будут удалены все данные. Не восстанавливайте устройство из резервной копии. Если устройство будет восстановлено из резервной копии, блокировка активации может снова включиться. То есть мы все это прочитали и строго соблюдаем правила Apple, чтобы у нас не возникло непредвиденных ситуаций. Теперь переходим к самому iPhone и смотрим это в действии. Сейчас настроим телефон по новой и попробуем протестировать его. Итак, включаем телефон. И ждем полной загрузки. У нас, как обычно, окно приветствия. И давайте сейчас мы его также по новой настроим. Выбираем русский язык. Регион страны Австрия. Оформление оставляем стандартным. Продолжить. Быстрая настройка. Смотрим. Да, все. Если мы доходим до этого экрана, данные и конфиденциальность, значит Apple ID полностью отключена. Продолжаем настройку как обычно. Взрослый. Настроить позже. Не использовать код-пароль. Ничего не переносить. Все это мы сделаем позже. Принимаем условия. Продолжить. Не сейчас. Включить. Позже. Не делиться. И сделаем автоматически. Добро пожаловать в iPhone. Пожалуйста. У нас все работает. Мы теперь можем полноценно пользоваться нашим устройством. Все, видите, учетная запись Apple у нас полностью удалена. И мы можем ввести любой Apple ID теперь. Ну, давайте попробуем сейчас позвонить куда-то, потому что сим-карта у меня установлена.
Lieber Wow-Kunde, seit dem 1. Jänner 2019 besteht in Österreich die... Все, пожалуйста, звонок у нас работает. Это полноценная разблокировка Apple ID. Давайте я покажу, что это именно тот аппарат, который был в видео. Настройки. Основные об этом устройстве. Вот, iPhone 11, 128 гигабайт. И смотрим на email. Так, вот наш email. Обратите внимание. 0750. То есть это тот же самый аппарат, который и был в начале видео. Все честно, без какого-либо обмана. Вот таким образом это работает. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то обязательно задавайте их в комментарии под этим видео. И обязательно пишите ваши истории, каким образом вам удалось отключить блокировку активации и что вы для этого делали. Мне будет очень интересно почитать все ваши комментарии. На этом видео будем заканчивать. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И удачной вам разблокировки.